Всем привет, с вами Малина Travel. Ну, мы доехали. Утро, 5:27, чуть-чуть опоздал поезд. Идем быстрее на вокзал смотреть билеты в Нови Сад. Наш ранний завтрак на вокзале, орешки с сухофруктами. Пьем чаек, ждем, пока откроется международная касса. Уже хорошо, что она есть, что возможно, есть шанс, что нам не придется ехать куда-то на автовокзал. Мы узнали, что есть поезд на Дмитровград, да? Димитровоград. Димитровград. Вот. Возможно, есть такой вариант, что нам придется типа до него ехать, потом до Белграда, потом до Нови Сада. Или мы найдем автобус до Нови Сада с какого-нибудь автовокзала Софии. Посмотрим, как дела сегодня идти будут. Мы, короче, сидим, и тут по соседству очень много бомжей. И они тут достают свои носки грязные. Зачем-то. И это все так воняет, вообще жесть просто. Время 6:10. Кассы до сих пор не работают. Что за дела? Что за пунктуальность? Ничего не пойму. Короче, касса вообще открылась где-то в 6:30, 6:35. Серега подошел, что-то, она не понимала его, не понимала. А он спрашивал, оказывается, до Нови Сада билеты, типа, есть, нет. Она его отправила на автовокзал. Езжайте, говорит, на автовокзал, короче. Я подошла, говорю, до Сербии вообще что есть, какие поезда. Димитровград, типа, стоит 9 лев. Ну, вот, короче, мы взяли, доедем до Димитровграда, а потом поедем уже на автобусе до Нови Сада. Сейчас время уже 6:50. Сейчас ищем место вообще, где можно присесть нормально, найти Wi-Fi. Я не знаю, где его искать. Короче, здесь ничего бесплатного нету, соответственно. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Короче, лайфхак, ребята, слушайте. На вокзале в Софии, если подняться на самый последний этаж, тут столики обычно стоят со столиками, типа фудкорта. Здесь есть доска информации. На доске информации есть логин и пароль от бесплатного Wi-Fi. Так что приходите и пользуйтесь. Ну что, по кофеечку? Мне нужен долго эспрессо. Вот написано уже американо. Так, а что делать надо? Вот сюда, да, вставлять. Сахар убираем. Сюда. И сюда. Вот сюда. Вот сюда. Так, убираем сахар. Убираем. И берем долго эспрессо. И чё? 1 лево. Что, серьезно, с сахаром будет? Надеюсь, нет. Ничего. Короче, не пойму, он либо тупит, либо что. Я вроде сахар убрала, а он мне, походу, сейчас его положит. Короче, придется с сахаром пить. Ненавижу кофе с сахаром. Вообще, сахар портит кофе. Но меня очень радует, что это не автомат Лаватцы, потому что Лаватцы, что мне вообще не зашел кофе.
что, готово там? Готово, да? Это все? Походу с сахаром. Ладно. Приятного аппетита мне. Ну, здесь очень холодно. Я надеюсь, что сейчас что-нибудь включат. Потому что прям, ну, холодрыга. Вот. Я даже не знаю, сколько по градусам, но очень холодно. Короче, вот он поезд за 9 лев за одного человека. Шок. Ну, это какой-то прям очень странный поезд. Во-первых, он тут стоит еще не прицепленный, один вагон, и он не прицепленный еще к основному поезду, к голове, я не знаю. И вот есть еще такое местечко, типа а-ля для курящих зал, а вот это вот для некурящих, где мы находимся, в красной зоне. Блин, ну прикольный вообще такой. Мы подъехали к границе. Здесь ставят печать о выезде из Болгарии. Странно, да? Сербия. Страну и не ставим. Печать на въезд, да. Нам, короче, печать на выезд поставили из Болгарии, а печать на въезд в Сербию не поставили. А, нет, все нормально, народ. Вот здесь будет печать ставить на въезд. Ага. Вот в таком вагончике ехали. Мы, оказывается, в первом классе сидели, а билет был на 2 класс. Ну, добрый дядечка нам ничего не сказал, но мы потом уже допетрили. Приехали, короче, мы в Димитровград. Я вообще ничего не пойму, короче, тут все закрыто. Короче, кассы не работают, да даже если бы работали, направление только София, Димитровград, София, больше ничего нет. Сейчас, ну типа мы находимся в таком месте, ну вот посмотрите, что это за Советский Союз, видите? Ничего нет, ни автобусных остановок, ничего. Короче, спросили у женщины, есть ли тут банк. Она говорит, да, типа в центр идите, там что-то 2 банка есть. Ну, понятно, она на сербском говорит, но мы поняли ее. Мы говорим, как отсюда доехать до Нови Сада? Есть автобус или поезд какой-то? Она говорит, такси, только такси. Скоро. Здесь ничего, походу, нет, ни автовокзала, ничего. Сейчас будем искать просто своими силами. Вот стоим с вещами, с огромными баулами. У меня он еще рюкзачило, здесь еще сумка. Сейчас будем искать вот в таких условиях. У нас ни интернета, ничего, короче, это пипец. Просто, чтобы вы понимали вообще, где мы находимся. Видите это? Вы видите это? Это просто жесть. Я не верю своим глазам. Это город или что? Или деревня? Мы думаем, где найти exchange. О, прикол. Короче, ребята, если вы посмотрите на задний фон, вы меня поймете. Мы сейчас на автовокзале города Пирот. Сейчас буду рассказывать, как мы сюда добрались. Это вообще жесть какая-то. И нашли автобус прямо на город Нови Сад. Сейчас уже бежим, садиться, располагаться. Вроде автобус приехал, не знаю, сейчас спросим, переспросим. Но вы посмотрите, ну это пипец, короче. Вот, еще вот так вот там на заднем фоне тоже жестко, очень. Так вот близко едем к скалам, представляете, вообще. Обалдеть. Расскажу вам вот так вот близко к камере, потому что не хочу громко говорить, мы едем в автобусе. Нас встретил таксист, сказал, что из города Димитровград не ездят ни автобусы, ни поезда, вообще ничего, только вот в Софию обратно вернуться можно и все. Но мы, пообщавшись с местными жителями, выяснили, что все-таки в 2 часа там должен был быть автобус. Но вот мы его дождались, и представляете,
доехали до маленького городочка. Называется Пирот. Там мы купили билеты сразу до Нови Сада. Билет из Димитровграда до Пирота был 340 динар. 340 рублей на двоих приблизительно. Из Пирота до Нови Сада билет на одного человека стоит 3000 динар. Приблизительно 1500 рублей. Короче, вывод из этого дня такой: никогда никому не верьте, а возьмите лучше все и перепроверьте, и убедитесь сами, действительно ли не ходят автобусы, или там действительно ли из одного города в другой никак нельзя добраться, не знаю, до любым транспортом. Короче, перепроверяйте. Ну вот, мы сели уже на автобус до Нови Сада. Наверное, мы приедем очень поздно, даже прям ночью. Пока даже понятия не имею, если честно, потому что будут остановки в городах, ну, в таких более-менее крупных, ну, средних и крупных, там, город Ниш, Белград, через все эти города будем проезжать. Поэтому остановки, думаю, будут длинные. За бортом 26 градусов. Город Ниш. Смотрите. Чисто Сандеп. Вернулись на несколько лет назад. А смотрите машины. Мы добрались до Нови Сада. Сейчас 9 часов вечера. Вообще у нас план был действий, что мы приедем где-то ночью, нам придется искать где-то апарты. Мы вообще даже не понимали, что короче делать будем. То ли гулять до утра, то ли что. Зашли в Макдональдс, здесь словили Wi-Fi, покушали и забронировали. Так что все отлично, мы добрались живые. Это реально. Несколько пересадок. Ну ничего, это было весело. Но после автобуса, конечно, одно место просто квадратное. Походу, завтра нужно будет разминаться, целый день ходить. Идем в апарты. 22 минуты пешком. Решили прогуляться. А чем мы целый день сидим? Да, решили мы. Надо размяться, надо, так сказать, размяться. Всем доброе утречко. Мы выспались. Я вчера уже не стала просто ничего записывать. Мы добрались до квартиры пешком. Ну, там 22 минуты всего было идти, но, если честно, эти 20 минут казались каким-то адом, потому что, во-первых, мы не выспались, мы ночь плохо спали, когда ехали в поезде, и уже с этого еще сутки прошли. То есть, ну, в автобусе там тоже, как понимаете, выспаться нереально. И мы вообще такие вафленые были, так хотелось спать. И вот я понимала, что вот мы когда шли из Макдональдса домой, что у меня вроде еще есть энергия, у меня уже болели плечи, у меня же еще много, ну, всяких сумок было именно на плечах. У меня уже болели руки, я уже все на плечи загребала, и коврик, который у меня был спортивный, внутри этого коврика еще массажер, он тоже прибавляет веса. Вот. И вот этот вот рюкзак огромный. Короче, я шла и понимала, что у меня уже все отваливается. И вот когда мы останавливались для того, чтобы посмотреть маршрут, зайти в телефон, я стояла, начинала тупить, и я понимала, что я просто
все, ну, я все закончилась. Ну, прям вот вообще. И когда мы пришли уже сюда, в квартиру, мы просто искупались и рухнули на кровать. У нас вообще ничего сил не было. И поэтому вчера я не записала вам, как выглядит квартира. И сейчас мы вроде выспались, но я вот собираюсь, я уже даже понимаю, не знаю, успею вам заснять квартиру или нет. Засниму пока в таком хаосе. И если вдруг успею заснять, когда тут приберусь более-менее нормально, то будет замечательно. Значит, в хаосе видео я просто удалю и загружу нормальное видео. А если не успею, то, блин, извините, простите. Ну, хотя бы так посмотрите, что сколько стоит и за что вообще в Сербии мы платим за хату. Ну, здесь у нас вход, зеркало, очень много шкафов, меня, конечно, это радует. Ну, понятное дело, в таком состоянии, как обычно. Здесь было 2 больших полотенца, 2 маленьких, мыло. Дальше здесь был гель для душа. Здесь очень такой бачок странный, я вообще не могла найти, короче, где он смывается. Вот, но оказывается, вот в таких бачках вот здесь сверху есть кнопочка. Вот, и там, значит, ну, это дело все, короче, пускается. Ванная, ну что, ну, ничего необычного, короче, даже не буду ничего плохого рассказывать, надоело уже. Гостиная, ну как, она у нас как студия получается. Здесь есть телевизор, всякие побрякушки. Вот этот прикольный столик стоял здесь. Я, может, успею сделать красивую фотку, если, опять же, успею прибраться. Здесь у нас стойка, 2 стула, диван, который раскладывается. Он тоже в таком состоянии, с дырками, прокуренный. Есть кресло. Из бытовухи есть утюг, есть чайник, плитка. Даже есть духовка, посмотрите. Для меня это радость. Но мы не успели ничего приготовить, потому что, ну, мы опять в ППХ сейчас собираемся. Вот такой маленький холодильник. В принципе, укомплектованность вообще замечательная. Посмотрите, тут есть даже чаи, соль, специи, вот есть. Есть турка, ребята, для тех, кто пьет кофе. Но у нас вот есть своя. Мы со своим ходим. Есть сода, я так понимаю, вот этот сахар не буду открывать. В общем, даже есть бокал для вина. Здесь у нас ничего. Ну, я так полазила, сковородка, кастрюльки. Ну, то есть, блин, заехал и готовь, что хочешь. Ну, главное, помой перед всеми. И, соответственно, шкафы. Если бы, допустим, мы заезжали бы типа в такую хату, я была бы очень довольна шкафом. Потому что в последнее время я ненавижу, когда все лежит на месте, на открытой поверхности, где-то слажено в коробках и так далее. Просто, ну, там последние 2 года мы прям жили, если честно, в каком-то хламе. Ну, не укомплектован. Нам не хватало все время шкафов, вот, чтобы они закрылись. Вот я люблю, типа, такого, ну, вы поняли. Короче, я люблю, чтобы ничего не стояло на виду. Вот я хочу запихнуть это куда подальше, закрыть, чтобы это со стороны более эстетичненько смотрелось. Ну и как бы все. Также здесь есть балкон. На балконе вот ухаживают за цветочками красавчики. Вот такой столик. Ну, вчера, когда я зашла, здесь прям казалось еще прям капец симпатично. Но когда видишь вот такое, ну, типа вот такое, ну, смотрится, конечно, отвратительно. Хочется кайфануть, да, но ты как бы не кайфуешь, а противишься. Ну, я противлюсь, по крайней мере. И вот белье сушим. Есть кондишка. Кондишку мы не включали, потому что уже холодно. И вообще я вчера очень сильно замерзла в автобусе.
Мы с дуру закинули все в сумку, в багаж. И потом нам уже, ну, соответственно, никто как бы не открывал, не искал нашу сумку, она вообще запихана была там. А еще ситуация со вчерашним автобусом, представляете? Серега идет класть багаж, ну, вот мы разделили билеты, там один мне, один ему, я пошла занимать места, и смотрю, проходит время, Серега не поднимается. Я смотрю в окно, его нет, думаю, что за хрень? Получается, тот чувак, который складывал багаж, говорит, надо оплатить за багаж, типа 1000 динар, говорит. А мы-то денег подменяли, типа так, ну, почти под расчет, но 1000 динар у нас как бы, ну, не оказалось. Серега побежал менять, а я выхожу, говорю, что за нафиг? Говорю, нельзя, может, в левых оплатить, в евро? А он говорит, нет, типа, только 50 динар. Я такая, сколько? 50 динар, говорит, за один багаж, а у нас 2 багажа, то есть 100 динар. И, короче, тот тип, который складывал в багаж, это первый тип, который мне сказал про 50 динар, это был водитель, а тот тип, который складывал багаж, он Сереге, представляете, хотел с ним по боксу рубить, сказал ему 1000 динар, вот, за 2 багажа, представляете? Ну, короче... Смотрите, на каждом шагу просто вас могут облапошить. Вот. Так что будьте внимательны, переспрашивайте. Ну все, мы собрались. Сейчас идем менять деньги. Скорее всего, я посижу в кафешке, подожду, пока Серега сам сходит. А тут нам не вариант, конечно, с сумками таскаться. Я прибралась, как и обещала. Сейчас сделаю вам видеообзор. Маленький, быстрый, но то видео я все-таки вставлю с хламом всем. Но быстро пройдусь, покажу просто чисто картинку, что было, ну, более-менее приятно. Ну вот. Да, кстати, у нас не вот такая вот типа зона. Более-менее все такое. Все, короче, на доверие. Хозяин не придет просто за деньгами. Он попросил оставить их на столе, что мы и сделали. Номер наш стоил 2400 динар. Но это приблизительно 1200 рублей. Ну, конечно, в Крыклареле мы дешевле снимали. Ну, там и уровень похуже был. Еще, блин, и этот выключили сами. Все сами, еще убрались в квартире сами. Лестница прикольная. Это сюда, да, ключ надо сложить? Угу. Все. Ну, собственно, как мы и договорились, Серега пошел менять деньги, оставил меня тут с вещами. Сижу за столиком. Выпила милкшейк, хотела, конечно, кофеечку, что-то не нашла, здесь нигде нету. Закинули в группу объяву по строительству, уже появился новый клиент. Он написал, что сейчас поедет в Икею, закупится материалом и тут же напишет Сереге. Ну, нам это на руку, почему бы нет, начнем хотя бы что-то, ну, с чего-то, грубо говоря, да. Я тоже сейчас подхвачу, надо, короче, бабки зарабатывать, что-то не укладываемся по бюджету, конечно. Вообще хотела сказать, что сербы очень дружелюбный народ, очень отзывчивый народ. Нам очень приятно было вчера приехать и, в принципе, просто находиться среди таких людей. Ну, правда, ну, я не знаю, прям аж расплакаться готова. Но я вам скажу, это после Турции, после Болгарии.
Вот если после Турции заезжать в Болгарию, то можно сказать, что Болгария тоже более приветливый народ, чем турки. Вот. А если заезжать из Болгарии в Сербию, то о сербах я хочу сказать больше и лучше хорошего, нежели о болгарах. Я ничего не имею против, просто у болгар есть свой собственный диалект, грубый. Ну, вот такой у них говор, грубый. Вот они когда говорят, такое ощущение, что они постоянно на тебя что-то гонят, бочку там и так далее. А у сербов такого нет, хотя языки на самом деле очень сильно похожи. И где-то даже возле границы мы постоянно слышали этот болгарский диалект. Вот, но здесь, в Нови Саде, очень много молодежи, очень. Прям город молодежный. И когда мы смотрели об этом городе видео, мы пока еще не понимали, о чем идет речь, когда говорят, что молодежный город. Но на самом деле очень много молодежи. В общем, в целом, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я очень всем рада, очень рада вашим комментариям приятным. Задавайте вопросы. Обязательно постараюсь на все вопросы найти ответы. Даже если я не знаю, я найду информацию. Тем более я уже знаю, где ее искать. Всем хорошего дня и пока!